На этой странице вы будете работать над тем, чтобы перестать обижаться на окружающих людей или какие-то обстоятельства вашей жизни. Когда человек обижен, он может плакать, молчать, прятаться куда-то и так далее. Зачем он это делает? Вряд ли вы задумывались над этим. Давайте с этим разбираться. Надеюсь, вы просмотрели предыдущие видео о том, что такое человек и что такое наши эмоции. Если вы это не сделали, то вернитесь к ним, пожалуйста, иначе вы не поймете дальнейших рассуждений. Итак, обида – это эмоция, а эмоции у нас возникают тогда, когда расходятся реальность и наши ожидания. Эмоция – это изменение уровня возбуждения нашей психики. Кто порождает это возбуждение? Наш центр обеспечения безопасности или рептильный мозг. Именно он обнаруживает расхождение реальности и ожиданий и изменяет наше состояние. Но вроде бы по этим же самым причинам создаются и другие эмоции – раздражение, вина, страх и так далее. В чем же специфика обиды? Почему мы четко отличаем ее от других эмоций? У обиды есть свое специальное назначение. Ее создает в нас рептильный мозг с тем, чтобы мы оказали давление на человека, чтобы он сделал то, что нам нужно. Но это не силовое давление, как при раздражении или гневе. Силовое давление возникает, когда вы ощущаете, что в состоянии возбуждения вы можете оказаться сильнее вашего недруга и можете силой заставить другого человека сделать то, что вы считаете нужным. Но бывают ситуации, что вы понимаете, что в любом состоянии вы не можете быть сильнее того, кем вы недовольны. Например, ребенок и родитель. Ребенок хочет, чтобы мама или папа купили ему игрушку или шоколадку, а они не хотят этого делать. Силой ребенок ничего с ними не может сделать, они заведомо сильнее его. То есть эмоции раздражения или гнева он использовать не может. А игрушку получить хочется, и у ребенка есть ощущение, что он может изменить ситуацию. Как он может это сделать? Здесь как раз пригодится эмоция обиды. Ребенок начинает плакать и всячески показывать, как ему плохо. Если вокруг есть люди, то он может громко кричать и тем самым показывать, какие плохие у него родители. Если ребенок хоть немного дорог родителям, то они испытывают чувство вины за то, что вынуждает его так страдать. А вина – очень разрушительная эмоция, от которой хочется побыстрее избавиться. Да и неодобрение их поведения со стороны окружающих людей тоже будет давить на родителей, им захочется оправдаться в глазах окружающих. В общем, чаще всего родители покупают то, что требует ребенок. Он перестает плакать, и у них проходит чувство вины. То есть ребенок через демонстрацию обиды добился от родителей того, чего ему хотелось, хотя он заведомо слабее своих родителей. Этот алгоритм возникновения эмоции обиды показан на экране. Алгоритм несколько отличается от того, что вы видели в фильме «Что такое эмоции?». Вначале идет сравнение той картинки мира, которая имеется в вашем центре готовых решений. Это наши ожидания, убеждения, верования, желания и так далее. В примере с ребенком это желание ребенка получить игрушку. Это желание сравнивается с реальностью, где имеет место ситуация, что родители не покупают игрушку. Желание и ситуация не совпали, оснований для радости нет. Но ребенок не сдается. У него есть ощущение, что он может исправить эту ситуацию. Но что использовать для давления на родителей? Силу? Нет, они явно сильнее. Но игрушку получить хочется, поэтому буду продолжать борьбу. Но борьба будет не явная, а скрытая. То есть ребенок выбирает продолжить нападение на родителей, но только не силовым способом, а путем погружения своих родителей в чувство вины. Когда такой подход может дать нужный результат? Необходимо как минимум два обязательных условия. Первое условие эффективности обиды. Объект, на который вы нападаете, должен знать и видеть, что вы не согласны с его решением. То есть, если ребенок будет тихо плакать от обиды у себя в комнате, а родители не будут знать об этом, то никакого влияния на них такое поведение ребенка оказать не может. Раз это нападение на родителей, они обязательно должны знать об этом, то есть и видеть, что вы обижаетесь на них. Второе условие эффективности обиды.
У вас должны быть сильные личностные отношения с объектом вашего нападения. Вы должны быть дороги ему. Только тогда у него может возникнуть чувство вины по отношению к вам. И тогда, чтобы освободиться от вины, он выполнит то, что вы от него требуете. Если же вы совершенно безразличны объекту вашего нападения, то вины у него не возникнет, и вы можете обижаться хоть всю жизнь без малейшего позитивного для вас результата. А негативный результат будет обязательно. Внутри вас создастся большой эмоциональный блок, который снизит вашу энергетику, может стать источником серьезного заболевания. И главное, этот блок будет все время возвращать ваши мысли к ситуации, где возникла обида. В итоге вы выпадете из реальной жизни и будете пребывать в обиде многие годы. Ребенок обычно забывает о своей обиде быстро. А вот взрослые, которые тоже используют обиду для воздействия на близких им людей, этого часто не понимают. И в итоге делают несчастной уже свою жизнь. Вот вопрос одной из клиенток нашего тренинга. Я вышла замуж за бедного студента в 20 лет, я работала, сначала получала больше, чем он, 10 лет, 2 детей. За время нашего супружества он стал богатым человеком. Я ушла с работы, занималась домом, семьей, им, детьми. Потом он ушел к другой женщине. Мне с детьми назначил месячное содержание, с которым я не была согласна. Деньги не поделил при разводе. Дети выросли, он мне продолжает давать небольшую сумму денег. С тех пор прошло 20 лет. Я работала, но без его, хоть и небольшой суммы, обеспечить себя не могу. Я воспринимаю эти деньги как подачку с его стороны. Я поняла, что простить не могу именно того, что он заработал деньги, живя со мной, и не разделил их. Живет обеспеченно, а я большую часть жизни посвятила детям и не представляю, как заработать на свое содержание. Вот такая нередкая ситуация. Муж разбогател и ушел, назначив бывшей жене содержание, которое она оценила как подачку. Она не подала в суд на мужа на раздел имущества, а выбрала обидеться на него. То есть попыталась повлиять на него, заставив его ощутить чувство вины. Но этот фокус не прошел, и она без малейшего результата пребывает в чувстве обиды уже 20 лет. Понятно, что, находясь во внутренней борьбе с бывшим мужем, она не смогла устроить заново свою личную жизнь. Она не построила карьеру. Скорее всего, у нее большие проблемы со здоровьем. Она посвятила 20 лет жизни совершенно бесплодному занятию, обиде на своего бывшего мужа. Без малейшего позитивного результата. Обида не дала результата, поскольку было нарушено второе условие эффективного применения обиды. Первое условие было выполнено. О своей обиде на решение мужа не делить имущество она проинформировала, скорее всего. Но она уже не была дорогим ему человеком, поскольку он полюбил другую женщину. Конечно, на момент развода какие-то отношения между ними сохранились, поэтому он не бросил ее, а назначил ей пожизненное содержание. Но отношения были не такие близкие, чтобы отдать ей половину заработанного им состояния. Подобные ситуации, когда уже вполне взрослые люди используют обиду для влияния на близких людей, встречаются часто. Нужно отметить, что обидчивые люди имеют большую силу духа. Слабые духом люди, не получив желаемого, отступают и забывают о своем желании. А сильные духом люди вступают в борьбу, используя обиду, и порой зависают в ней на многие годы. Еще более сильные духом люди вступают в силовую борьбу, пытаясь силой заставить оппонента выполнить свое желание. Обычно обиду используют те женщины, которые ощущают свою правоту и не согласны смириться с тем, что они считают неправильным. Но при этом они ощущают себя более слабыми по сравнению с оппонентом, и поэтому не могут применить инструменты для силового давления на мужчину. Иногда это дает свой результат, но чаще нет. Поэтому обязательно нужно понимать, в чем смысл обиды, на кого и как вы хотите повлиять вашей обидой, и может ли она дать тот результат, который вы хотите получить от нее. То есть, выполняются ли два условия успешного применения обиды. Но люди об этом не знают, и поэтому качественно отравляют свою жизнь бесконечными обидами,
не получая от этого никакого результата. Причем порой обижаются на то, что никак не связано с ними. То есть они никак не могут на это повлиять. Например, бывают случаи обид на дорожные пробки, на решения правительств, на политику, на руководителя, который с вами не имеет никаких отношений, кроме чисто производственных. Все это попытки изменить окружающую ситуацию или людей, которым совершенно все равно, какие эмоции вы испытываете. А вы продолжаете обижаться вместо того, чтобы принять осознанное решение прекратить это бессмысленное занятие. Ваш рептильный мозг, не получив от вас команды на прекращение процесса обиды, будет повторять свои действия бесконечное количество раз, действуя по алгоритму, приведенному выше. Тем самым он будет пытаться обеспечить вашу безопасность, пытаясь вогнать реальность в ваши ожидания. Что делать, если вы устали от своей обидчивости и хотите положить ей конец? Нужно всего лишь дать вашему центру готовых решений команду на прекращение использования обиды как средство достижения ваших целей. Это можно сделать с помощью инструментов, предложенных на этой рабочей странице. Как это сделать? Действовать вам нужно будет по приведенному на экране алгоритму. С тем, что такое обида и зачем она вам нужна, вы уже разобрались, прослушав это видео. Дальше вам рекомендуется использовать те инструменты, которые приведены в зоне 2 рабочей страницы. Доступ к этим инструментам вы получите тогда, когда зарегистрируетесь на сайте. В зоне 2 вы получите пару приемов, с помощью которых вы сможете поработать над своей обидчивостью. Это приемы «Месячник нужного качества» и прием «Что такое скрытые выгоды и как их убрать?». Если они вас не устроят, вы имеете возможность использовать 2 аудионастроя, которые могут настроить вас на позитивное отношение к любым происходящим вокруг вас событиям, и у вас пропадет желание продолжать вашу борьбу, особенно если эта борьба не приносит нужных вам результатов долгое время. Если и этого будет мало, то вы можете поработать в зоне 3 с приемами эффективное прощение и эффективное самопрограммирование, и с их помощью загрузить себе в центр готовых решений команды, которые изменят ваши отношения к происходящим событиям. Вы уберете свои идеализации, и у вашего рептильного мозга исчезнет необходимость вновь и вновь ввязываться в борьбу за очень важные для вас ожидания. В итоге вы сделаете выбор отказаться от обиды как инструмента для достижения ваших целей. Возможно, вы просто откажетесь от вашего желания добиться нужного вам результата, раз ничего не получается. Либо выберите другой, более конструктивный и более позитивный способ добиваться нужных вам целей. Таких способов множество. Просто вы увлеклись борьбой через обиды и забыли, что в мире существует много чего другого. Правда, использование эффективного прощения и эффективного самопрограммирования запрещено для некоторых категорий людей по состоянию здоровья. Об этом вы узнаете в зоне 2 рабочей страницы. Но если со здоровьем у вас все в порядке, то вы можете использовать эти эффективные инструменты. То есть перед вами открывается совсем другая жизнь, позитивная и приятная для вас. Действуйте!